Сегодня я вам расскажу, что послужит причиной изменений в вашей жизни. Эту тему предложили подписчики. И я продолжаю темы, которые предлагают подписчики. Я считаю, что это очень-очень хорошая история, да, когда я слушаю своих подписчиков, а они смотрят мои расклады. Итак, использовать я буду Таро «Дом сумасшедших». И пока перемешиваю колоду, напоминаю, что вам нужно подписаться на мой канал, поставьте колокольчик, поставьте лайк этому видео. И когда посмотрите, пишите свое мнение. У нас с вами будет 4 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Мы прямо сверху с вами возьмем 4 позиции. Это ваше текущее состояние. Вы выберете свою карту. Первая, вторая, третья и четвертая. Выбирайте одну из карт. И дальше мы будем смотреть, а что послужит причиной изменений в вашей жизни. Сначала смотрим ваше текущее состояние. Конечно же, вы по этой карте будете выбирать, какая позиция для вас. Итак, надеюсь, что все выбрали. А те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. Мы начинаем с первой позиции. Остальные пока убираю в сторону. Итак, ваше текущее состояние. Я здесь вижу карту «Тройка жезлов». У вас текущее состояние творческое. Вы, может быть, правда, художник, да, может быть, изобретатель. Человек, который строит какие-то теории, планы на будущее, который составляет схемы, может быть, даже совершить хочет в своей жизни прорыв или побег. Карта, конечно же, показывает, что вы человек неординарный, вы человек интересный. И сейчас в вашей жизни творческий процесс, да? Я считаю, что вы полны созидания, вы наполнены энергией прорыва. Вот так, прорыва, да? И вы чувствуете перемены, которые прям-таки витают в воздухе вашей жизни. Может быть, поэтому вы и открыли этот расклад. Вы уже чувствуете эти перемены и спрашиваете, а что послужит причиной изменений в жизни? Что толкнет вас и вашу жизнь к тому, чтобы эти перемены начались, правильно же? И вы уже на эти перемены прям-таки строите вот эти планы, да, схемы свои составляете. У вас есть мечты, вы очень много о чем мечтаете, вы еще очень много чего хотели бы в жизни добиться, достичь, испытать, может быть, даже куда-то поехать, путешествовать. Вам интересно абсолютно все. Вы хотели бы читать книги, вы хотели бы изучить для себя что-то новое. Вот знаете, такой любознательный человек. Ну и, соответственно, раз у нас тут очень много творческих таких рисунков, да, то мы понимаем, что да, вы не похожи на других в этом плане. Вы можете очень много поведать этому миру такого, что расскажет ваша душа. Вы, может быть, даже интуит и человек, у которого очень сильное подсознание. Хорошо, давайте посмотрим, а что в вашей жизни послужит причиной изменений. Что толкнет вас к изменениям? Прям интересно. Давайте посмотрим. Вышла карта «Смерть». Смерть не говорит о смерти, да? Смерть говорит как раз-таки о том, что в вашей жизни заканчивается старая эра и начинается новая эра. Но что именно послужит причиной-то, да? Это нужно будет что-то или кого-то отпустить. Вы знаете, кажется, это событие может быть каким-то и негативным. Например, вы внезапно уходите с работы, ищите другую, да? Или внезапно так получается, что какой-то человек перестает с вами общаться, дружить. Сначала это кажется очень негативно. Вы же привыкли, да? Или, например, вы решаете переехать, покидаете один дом и заходите в другой, да? Это уже не так негативно, это уже новые планы. Но в любом случае вам придется прощаться. Что со старым домом, что со старым другом, что, допустим, со старой работой, и встречать что-то новое. Соответственно, карта смерти – это всегда символ перерождения. Она всегда показывает, что
у человека начинается новая глава в жизни. То есть не воспринимайте ее никогда негативно. Так, смотрим дальше с вами. Смотрим дальше, а каким изменениям это все приведет. То есть это важно знать. Каким же изменениям это приведет. А здесь мы видим дальше. Смотрите, карту Иерофант. Конечно, это изменение в сторону, во-первых, мудрости. То есть вы в жизни для всех станете авторитетом. Вы станете для многих учителем, мудрым человеком. Но и также вы, может быть, приобретете какой-то очень высокий авторитет в обществе, как именно должность, например, или хозяин бизнеса, или высокое руководящее кресло, понимаете? То есть люди-то куда-то к вам приходят за советом, люди-то хотят с вами общаться, хотят с вами там, да, как-то, соприкасаться. И такого не бывает, чтобы, человек просто так бы, да, где-то вас нашел. То есть вы где-то сидите, и вы где-то консультируете, вы где-то это все рассказываете. Поэтому я считаю, что вы можете возглавлять что угодно в будущем. Вот именно вот такие кардинальные перемены в жизни, да, как карта смерти, там, переезд, там, уход с работы, там, прощание со своими друзьями, которые вот уже не хотят с вами дружить, да, вы там новых друзей находите. Это приводит часто именно к высоким руководящим должностям, потому что вы наконец-то находите те связи, которые вас приводят к этому. И вы наконец-то находите свое место в жизни. Поэтому да, это именно ваше высокое положение в обществе будет. И авторитетное положение. Вот такая у нас первая позиция. Хорошо, а мы идем с вами дальше. К позиции номер 2. Что послужит причиной изменений в вашей жизни? И первая карта – это ваше текущее состояние. Кто вы, что вы, да? Вы у нас король кубков. Король кубков – замечательная карта. Она говорит о том, что вы человек-писатель. Вот, бывают такие люди, спокойные, душевные, приятные для всех, кто может с людьми поговорить, является разносторонним человеком, добродушным, приятным человеком, таким, знаете, душой компании, да. С другой стороны, и одному вам приятно находиться или одной. Конечно, у вас есть, возможно, мужская энергия, потому что вы обозначились королем кубков. Но это говорит просто о том, что вы несете некоторые мужские функции сейчас. То есть что-то выполняете из мужских дел, может быть, если вы женщина. Если вы мужчина, вы очень приятный, добрый мужчина и, скорее всего, красивый. Для многих женщин вы привлекательный, да, мужчина. В любом случае, сейчас вам в жизни везет в любви. И карта говорит о том, что небо благословляет вас на высокие отношения. Вообще, сама по себе карта очень энергетически заряжена, потому что человек любит эту жизнь, человек такой вот прям тянется к знаниям, он любит тексты, он любит что-то записывать, знаете, очерки какие-то. Вот ему хочется передать другим людям свою душу. В смысле, да, то, что эта душа чувствует, а не отдать свою душу. Там. Вот. И, конечно, хочется выразить свои чувства, свои знания какие-то передать, поговорить о чем-то, может быть, таком историческом, высоком, интересном. Тут у нас и наука, да, и языки, и астрономия, и звезды, там, и солнце, и вот Египет даже древний. Вот все вы знаете, вам все интересно. И, конечно, вы это людям хотели бы тоже рассказывать. И с многими, может быть, общаетесь, да, на такие вот интересные темы. В принципе, да, в жизни вы такой вот стабильный человек, я бы сказала, именно стабильный. Хорошо, давайте посмотрим, а что послужит причиной перемен в вашей жизни, изменений каких-то. Что же толкнет вас на изменения? Так, я здесь вижу 8 пентаклей. Мы здесь видим, что человек строит карточный домик, и так получилось, что этот домик начал разваливаться. Вот много-много времени вы тратите на то, чтобы этот карточный домик построить, понимаете? Но как ни крути, это же карты, они легкие. И только дунь, как говорится, вот прилетел нечистый, дунул, плюнул, и сразу же все развалилось, правильно же? Поэтому я вам так скажу, что какой-то ваш труд, проект, однажды вы поймете, что уже не нужен. Ваша какая-то работа, да, которую вы долго делали, она как карточный домик разваливается. И все равно нужно делать все заново. И как-то вот иначе, уже больше твердости проявлять в жизни.
больше основательности, да, что вот когда вы это делаете, нужна основательность. Поэтому, может быть, это ваши мечты, какие-то планы, да, которые вы начинаете вот думать, 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 а они как карточный домик рухнули. И, соответственно, вам нужна опора. И вот когда это поймете, вы начнете менять свою жизнь. То есть, вот, а в какую сторону она изменится? Давайте посмотрим. В какую сторону она изменится? То есть, да, вот как-то на работе может, знаете, вот как бывает такое, что человек на работе понимает, а что я работал вот столько лет, зачем? Мне нужно менять, мне нужно по сердцу себе искать работу. Ну, вот такое что-то. Смотрите, 8 кубков. Естественно, вы уйдете. Вы просто встанете и уйдете. Карта говорит о том, что дух человека, он может перемещаться на любые расстояния мгновенно, понимаете? Вот мгновенно именно. Встать и уйти может этот человек. И, соответственно, смысл этой карты в том, что мы все свободны на самом деле. Мы можем встать и уйти. Просто мы не всегда это понимаем. Годы там, да, за каким-то нелюбимым делом могут пройти действительно как будто бы как сон пустой. Но потом вы понимаете, что этот опыт, он был драгоценный, действительно драгоценный. И, соответственно, вы идете туда, где вам нравится. То есть переменой в жизни будет то, что вы пойдете по пути своего сердца и будете делать то, от чего вы счастливы. И никаких ограничений вы уже чувствовать не будете. Помните, я вам говорила вначале, что вы король кубков, что вы человек, который очень хочет передавать другим свои вот эти вот какие-то знания, свои душевные качества, свои чувства. Этим вы и займетесь, скорее всего. Это и послужит спусковым крючком. То есть, когда вы поймете, что нелюбимое дело его делать не стоит, это никакого результата не принесет, да, там, то, что вы там на нелюбимой, нехорошей какой-то работе работаете, которая вам не нравится. Вот, и вы начинаете делать то, что вам нравится, то, что вам по сердцу. В итоге вы освобождаетесь и становитесь даже, может быть, богатым человеком, просто потому что делали то, что действительно умеете, и то, что вам по душе. Ну, такая позиция номер 2. А мы идем дальше к позиции номер 3. Что послужит причиной изменений в вашей жизни? Итак, первая карта – ваше текущее состояние. Мы здесь видим туз жезлов. И мы понимаем, что человек действительно сконцентрирован, да, на какой-то своей цели, на какой-то своей мечте. Он верит в Бога, он может молиться. Вы человек светлый, вы светлая душа. И, соответственно, у вас есть, возможно, какие-то мистические способности. Однако вас постоянно пытаются сбить с панталыги. Есть, может быть, темные силы, которые очень хотят взять и сдвинуть вас с определенной точки. Может быть, вас хотят соблазнить, может быть, вас хотят как-то свернуть с вашей действительно правильной дороги. Однако человек вы очень хороший. Люди любят вас, и у вас множество талантов. Также, конечно, у вас есть экстрасенсорные способности, это совершенно точно. И я не верю, что вы можете там не знать о том, что есть высшие силы, Бог, Вселенная, ангелы. То есть то, что выше нашего понимания, то, что мы не видим глазами, но мы чувствуем это. Я думаю, что вы во все это точно верите. Карта очень-очень хорошего человека. Вообще, это человек, в принципе, который готов в жизни к тому, чтобы меняться. И я думаю, что вы знаете, что уже мечтаете о переменах, о том, чтобы у вас были в жизни какие-то позитивные глобальные изменения. Хорошо, давайте посмотрим, а что послужит причиной этих изменений. Перемешаем нашу колоду. И вытащим карту. Какова причина изменений будет? Ну, здесь у нас я вижу 4 пентаклей. Но 4 пентаклей, она показывает, что девушка держится за куколок. И, соответственно, причиной будет то, что кто-то будет вами очень-очень дорожить. Вот, и вы в ответ тоже. Вы знаете, бывает такое, что человек вступает в какие-то, допустим, отношения или в дружбу, в рабочие отношения и понимает, что это не так просто разорвать эту связь.
что нужно держаться за что-то в жизни. Вообще, сами по себе причины изменений именно в том, что человек начинает понимать, насколько он должен быть стабильный, стационарный в каком-то смысле. Да, у него может что-то меняться, но есть вещи, которые нельзя менять, за которые нужно действительно держаться. Такие как финансовое состояние, работа, там, допустим, источник заработок, да, заработка денег, источник славы, почета, потом, значит, источник любви, отношений, любимый человек. То есть есть какие-то непреложные вещи. И вот как только вы это начинаете понимать, что вот за кого-то, за что-то надо держаться, что уже является для вас очень нужным, и также, что за вас держатся, да, за вас держатся, ваши изменения будут уже на подходе. Давайте посмотрим, какие это будут изменения. Какие же это будут изменения? Так, я здесь вижу карту влюбленные. Вот как раз-таки вот они, эти изменения. Вы действительно найдете свою вторую половинку. И эта половинка, она будет вам по сердцу. Получается, в вашей жизни просто появится человек, который будет за вас держаться, а вы за него, понимаете? Скорее всего, в этом суть. Но бывают и рабочие такие союзы, понимаете, по сердцу. Там, допустим, заработок по сердцу. И причина изменений, она тянется сразу же за этими изменениями, да? То есть человек обретает рядом с собой либо вторую половинку на всю жизнь, и, конечно, он счастлив. Либо занятость на всю жизнь, и, конечно, он тоже счастлив, занимаясь любимым делом. Карта очень светлая, очень хорошая. Она говорит о том, что вы смотрите на воздушный шарик, у него есть крылышки, и вы понимаете, что в этом мире есть что-то замечательное, что-то светлое для вас. Конечно, это очень необычная колода, сразу вам говорю. Она влияет тоже там на трактовку сама по себе, да. И я понимаю, что кто-то для вас будет как свет в окошке. Или что-то, на что вы будете ориентироваться. И вы будете идти за этим. Вы не будете замечать трудности вокруг себя. В этом суть ваших изменений. Когда ты чувствуешь, что это твое, и уже ни на что никогда не променяешь. Ну, вот такая позиция номер 3. А мы идем с вами к позиции номер 4. Что послужит причиной изменений в вашей жизни? И самая первая карта – это как раз-таки ваша карта. А кто вы сейчас? Мы здесь видим карту двойка жезлов. Капитан. Вы капитан. Вы уже в дальнем плавании, смотрите в подзорную трубу и понимаете, что ваша жизнь уже меняется, скорее всего. Может быть, вас ждет переезд, как вы считаете, или какие-то трансформации очень мощные, что вы уже смотрите вдаль, понимаете, вы уже планируете перемены. Вы уже понимаете, что эти перемены скоро-скоро будут или уже происходят. Вообще, это карта планов на будущее. Она говорит о том, что человек уже вокруг себя не смотрит, а смотрит только вдаль. И, конечно, ему хочется, чтобы в жизни все поменялось, ему хочется позитивных перемен. Конечно, такой человек планирует, скорее всего, переезд, чаще всего. Но может быть какое-то глобальное путешествие, которое, мол, изменит мое сознание, там, да, как вот ездят йога-туры в Индию. Потом, значит, может быть, работу в другом городе, да. Но в любом случае вы уже собрались, вот куда-то вы уже собрались, вы уже что-то меняете. Хорошо. Что послужит все-таки причиной изменений? Что послужит самой главной причиной изменений? Давайте посмотрим. Так, я здесь вижу карту двойка мечей. Выбор. Вот вам нужно просто будет сделать однажды свой выбор, и все. Вы знаете, карта показывает решительность. То есть человек, он долгое время сомневался, стоял на распутье, думал, черное или белое, добро и зло, то или это, да, прошлое или будущее. И это распутье, оно когда-то должно закончиться. Поэтому вы однажды возьмете и решительно сделаете свой выбор. Все, точка. Жизнь меняется, да. Как только вы шагаете вперед, вот в это новое будущее, в эти изменения, они сразу же наступают. Понимаете, все зависит только от вас здесь, именно от вашего выбора. Ничто стихийно не будет происходить там, да, и так далее. Просто жизнь вас поставит перед выбором. Там тот мужчина или другой, та женщина или другая.
Хорошая работа вот эта или другая хорошая работа? Где мне жить, в какой стране, в каком городе? Вот понимаете, просто один раз выбор. Так. А какие изменения вас ждут в итоге? К каким изменениям-то вы придете? Что же там будет? Ага, Паж Пентаклей. Паж Пентаклей показывает, что, возможно, у вас будут необычные изменения, вы даже будете чему-то новому учиться. Здесь есть перо, значит, вы можете писать. И либо какие-то таланты свои развивать, что-то передавать людям, свои знания какие-то. А можете сначала учиться, а потом начать передавать людям. Вот знаете, вот бывает такое, что ты получаешь опыт, а потом передаешь этот опыт людям. Изменения могут быть очень позитивные, когда вы желаете учиться, желаете познавать этот мир. У вас пойдут хорошие новости. А еще мы здесь видим замечательного котика. И, естественно, эти изменения, они касаются как вашего дома, так и ваших близких людей. Давайте еще карту достанем. То есть будет прям происходить что-то мистическое в вашей жизни, но очень позитивное. Да, двойка пентаклей. Вот опять у нас пентакли, и мы понимаем, что вы как будто бы будете ощущать это пространство окружающее, да, и, конечно же, вам нужно будет показать другим людям свои какие-то способности, продемонстрировать себя. То есть изменения, они будут в том, что вас оценят по достоинству. Причем Паж Пентаклей говорит именно о том же самом. Вас оценят по достоинству ваши какие-то таланты, ваше творчество, ваши проявления. Да, вы чему-то поучитесь, но, скорее всего, будете менять профессию. И, соответственно, на этой работе вы будете зарабатывать гораздо-гораздо больше. Просто потому, что вы смогли проявить себя, свои таланты, чему-то научиться. Карты здесь очень светлые, очень хорошие, несмотря на то, что это Таро Дом сумасшедших. Я точно вижу, что здесь имеется в виду. А имеется в виду, что вас никто не сможет уже сбить с панталыги, честное слово, хотя будут пытаться. Какие-то, может, конкуренты, враги будут, но вы будете ощущать только себя и только свою удачу. И, естественно, вы сможете иметь большие денежные перспективы. Вот у вас перемены касаются именно денежного плана. Ну, вот такая вот позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!